прошлом аниме-сезоне выходил один непопулярный тайтл, такой, знаете, чисто на шестерочку. Зато главная героиня там... Первая среди учеников. У меня фигурка бомба и лицо на десяточку. У меня просто нет изъянов. Вы только посмотрите на ее абсолютно не искривленное, не побитое жизнью, не перекошенное аниматорами лицо. Ну точная десятка. Даже непонятно, почему зрители так несправедливо оценили творение и поставили ему меньше баллов. Собственно, сегодня и сейчас мы здесь с вами собрались именно для того, чтобы разобраться, кому и чем так сильно не понравилась эта картина. Ведь с первого взгляда абсолютно ничего не предвещает беды. Название «Пожалуйста, оденьтесь Такамины». В самом начале мы видим уважительную просьбу «Пожалуйста». Не менее уважительное обращение на «вы», «оденьтесь» и, главное, автор оригинала «Человек прожженный». Уже и на стороне поработал, другим картинки порисовал и сам выпустил титанический труд с названием «Все мы этим занимаемся», изобличающий порочную натуру нашего прогнившего общества. И студия-то какая? За плечами великая гоночная драма Initial D. Ну такие ребята явно говна не сделают. Ну, точно. Впрочем, те, кто уже успел узнать о сегодняшнем предмете повествования из сети интернет, и в частности моего предыдущего видео о весеннем аниме-сезоне, или быть может из жизнеутверждающего эссе на Бусти, те уже, наверное, знают, о чем сегодня пойдет речь. Для остальных напомню, в чем весь сыр-бор. Такамина Такане, богиня нашей школы. А Коси Сирота... Сирота. Ладно, извините. Главный герой, в общем, ничем не примечательный обычный молодой человек. Такой чисто среднестатистический любитель пофантазировать о первой красавице школы. Потому что, видимо, больше ему думать не о чем. Но вот, в один прекрасный день, по абсолютно чистейшей случайности, сам того не зная, Горемычный был втянут в круговорот анимешного кала. А все из-за того, что он лишь одним глазком, даже не двумя, подглядел за богиней нашей школы в кладовке. Он, конечно, пока не понимает, и вы, возможно, тоже, чего это она вся такая неодетая пришла на склад? Чтобы что? ГГ долго задавался этим вопросом, но так ничего и не надумал. К счастью, на следующем уроке объявили результаты тестов по математике. У Горемычного 52, у Горемычной 98. Но она раньше никогда не получала меньше 100 баллов. Шок, друзья, сенсация. Похоже, произошло столь немыслимое событие, что никто даже представить не мог, как это так, первая единица школы и меньше 100. А потом она разделась. Случилась фееричная анимация от слова «фея», типа волшебство, колдунство, магия. И главный герой очнулся за партой без листа с результатами. Ситуация странная. Можно даже сказать дежавю. Однако это вообще не оно, потому что в этот раз у Такамины 100. И вы можете точно так же. Нужно всего-то не оставлять все на потом. Вам пусть и кажется, что впереди еще половина лета и целый учебный год, а потом вдруг бац, ЕГЭ через неделю. Вот чтобы такой неприятной ситуации не случилось, предлагаю уже сейчас начать готовиться к экзаменам. Не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. Все повторите, все изучите, все усвоите. Поможет вам в этом 100. Онлайн-школа, с которой готовится к ЕГЭ и просто и приятно. Преподаватели на одной волне с учениками, плюс больше времени уделяется практике, а обратную связь по домашнему заданию не нужно ждать неделями. Все проверяется минут за 20. И, конечно, самое важное — пробники. Ежемесячные, а в тарифе Pro их вообще 2. Если не уверены, подойдет ли вам такой формат, обязательно запишитесь на вводный урок. Сделать это можно по ссылке в описании. И если вас все устраивает, спешите оформить подписку до сентября. Ведь это не только подготовка сразу по 4 предметам по невысокой цене, а еще и бесплатные занятия в июле и августе. Ну и для полной комплектации, вот вам еще лично от меня промокод на скидку на первый месяц. Силен 1. Пользуйтесь. Для тех, кто не понял, ГГшка вернула время вспять. Жестко натренилась и написала все на 100 баллов. Уверен, у вас такой суперспособности нет, и главный герой такого не умеет. Поэтому у него после всей этой ситуации некий осадочек остался. Никак не может смириться с тем, что видел в кладовке и на матеше. Ну, что-то тут явно не так. Значит, нужно пойти и спросить, узнать всю правду, докопаться до истины. Да, зря он, конечно, сюда полез. Так бы дальше жил, поживал, учился, может даже когда-нибудь женился. А теперь
Глава школы узнала, что он знает о ее способности. Поэтому, чтобы он прям вообще все знал, она еще раз продемонстрировала ту самую фееричную анимацию. А потом еще воду вытирать заставила, а еще и флешбэк рассказала, как когда-то в далеком детстве впервые столкнулась со своими феноменальными силами. И с тех пор может изменить любой неблагоприятный исход событий в угодную себе пользу. Для чего нужно всего-то раздеться догола. Гоу! К несчастью, снятые вещи обратно в инвентарь не попадают. И трусы каждый раз приходится искать новые. А к чему это было? Ну, раз теперь герой все знает, он просто обязан стать личным хранителем нижнего белья Таканы. Должен являться по первому зову и одевать свою хозяйку, когда она того захочет. А если не станет, тогда ГГшка закричит громко на всю школу. Тут же полиция приедет и увезет ГГ в места не столь отдаленные. Короче говоря, пришлось согласиться. И все. Об этой новой профессии главного героя и будет целое аниме. Я даже не знаю, что здесь еще добавить. Казалось бы, мы уже все говно, какое есть в аниме, пересмотрели. Все повидали, но такого еще реально не было. У меня слов нет. Но не волнуйтесь, друзья, я знаю, что вам очень понравились мета-комментарии от легендарных озвучкеров, поэтому обрадую, сегодня они тоже будут. Но это Такамина, с***ка, хуйша. Если сначала я думал, что она просто офигела немножечко и типа такая не умеет нормально просить, то когда она его подставила и выставила на с***ком, то это мразотный поступок. Сначала я думал, нужно ее трахнуть, в смысле в рамках жанра, то сейчас она заслужила быть полноценным туалетом. Кто смотрел тот поймет. Ну а вы, ребятки, делитесь своим мнением в комментариях. Да, ребят, пишите свое мнение, пишите письма. Наступил новый день. Для кого-то всего лишь очередной учебный, а для главного героя первый трудовой. Начинается его нелегкая ноша носильщика белья. Удивительно, но на этой должности пусть и отсутствует почасовая оплата, зато есть техника безопасности и правила работы. Записывайте. Работник обязан всегда иметь при себе запасные трусы. А работник обязан в любой момент, независимо от внешних обстоятельств, одеть новые трусы вместо пропавших старых. Работник не должен стыдиться осуждающих взглядов толпы, даже если придется одевать трусы прилюдно. Работник несколько в шоке с таких требований. Но пока этому значения не придал, это он еще просто не знает, что способностью ГГшка будет пользоваться при каждом удобном, а впрочем и неудобном случае. И вот, случилась литература. Все такие сидят, как обычно, с умным видом, типа понимают, умеют читать, думают, какие мысли в буквы заложил автор 300 лет тому назад. И тут учитель просит Такамины прочесть следующие строки. Ну, она встала, высказалась, все оценили. Но как будто бы ничего сверхъестественного не произошло. А потом подул ветер. И тут ГГшка поняла, все было зря, идеал не достигнут, нужно переделать. Пора раздеваться. И теперь уже она прочитала буквы под шум прибоя, шепот ветра, типа глубоко, со смыслом. Яйца. Но главный вопрос, как теперь на эту глубину реагировать Горемычному? Он-то думал, это все хихоньки-хахоньки, шутки-прибаутки, а походу реально нужно натягивать новые панталоны при всем классе. Благо, среди остальных учеников никто не одарен навыком периферийного зрения, поэтому работа ГГ осталась незамеченной. Я смог! Я сделал это! И никто ни хренашеньки не заметил! Хотелось бы сказать, что задача выполнена четко и по делу, но оказалась халтура, резинку на талию не до конца натянул. И если ГГшка встанет, трусы лягут. То есть упадут. И тогда все увидят. Но не волнуйтесь, у молодого уже созрел план. Нужно всего-то выставить себя глухим и подойти к учителю, когда он назвал фамилию Таканы. А сирота, ну он типа не расслышал, задумался, ну дурак чисто, с кем не бывает. В итоге все живы, никто не пострадал, и хозяйка в этот раз даже не сильно стала смеяться. Ну да, проверила, на что может пойти главный герой в экстренной ситуации. Но это ведь разовая акция, такого больше точно не повторится, точно. Все, ребята, дело раскрыто. Она просто хочет, чтобы кто-то потеребил ее, а именно Широта. То есть хочет, чтобы ее ебала Широта. Короче, доиграется это. Отсоси Амины. В прямом смысле, причем у всех. А я говорил, общественный толчок. Я вам не говорил, но у меня была такая мысль, что в этом аниме хоть и не тот голос, что был в прошлый раз, а другой голос в голове, но голова у них как будто бы одна на двоих.
Но после этого комментария я понял, что это вообще не так. Вот тот прошлый голос из прошлого аниме явно бы себе такого не позволил. Да, парниш, добро пожаловать в реальный мир. Неважно, что ты делаешь, как ты это делаешь, насколько круто это выглядит, красиво или еще что-то, всегда найдутся те несогласные, и это нормально. Он был добрый, чуткий, понимающий, а не вот это вот бескультурщина, быдлота, беспризорник. Кто озвучки расцепи спустил? Известно ли вам, на какие жертвы приходится идти главной главе учсовета, первой единицы школы? Между прочим, ГГшка обязана знать всех в лицо. И у нее на каждого есть папочка с досье. А это дорогого стоит. Кстати, вы правда помните имена всех людей, с которыми общались? Я, кстати говоря, тоже знаю каждого своего подписчика по имени. Особенно тех, кто подписан на Бусти. И, кстати, про главного героя ГГшка тоже все знает. Какой он слабый, немощный, никудышный, никчемный, неуверенный, неудачник. Лох, короче говоря. Даже 100-метровку пробежать не может. Еще и с лестницы упал, голову разбил, пришлось опять время назад откатывать. Но ничего, сейчас ГГшка лично займется тренировками. И дело сразу пойдет в гору. Особенно если учитывать тот факт, что после первого неудачного марафона время перемотано назад, чтобы бежать еще раз. И так будет повторяться до тех пор, пока сирота не побьет все мировые рекорды по бегу. К счастью, одного раза хватило. Он как понял, что кататься без трусов на велосипеде опасно, так сразу впереди всех побежал, чтобы никто не увидел, как ГГшка педали крутит. Мораль сей басни. Ну, я, наверное, счастлив. Но мы с вами понимаем, что он радуется далеко не достижениям в беге. Молодой уже все, втянулся, проникся и теперь с кайфом натягивает трусы при каждом удобном случае. Жаль только вечером, в нешкольное время не сразу среагировал на зов госпожи. Долго сомневался, думал, не мог решиться, но в конце концов рыцарь, хранитель, защитник голой жопы пришел на помощь. Герой! Можно ему за это даже спасибо сказать. Так что каким бы бесполезным ты ни был, большое тебе спасибо. Ну вот, уже началась романтика, показали свою пи***тинку на велосипеде и все, и думают, что завоевали парня. Да, верно думать, завоевали парня. Нас, мужчин, вообще-то сложно соблазнить, только если вы не красивенькая, не показываете или свою Он, кстати говоря, прав. Я ровно тем же способом заработал первых подписчиков на Бусти. Знаю, следующая тема вас абсолютно не волновала. И вы вообще нисколько не заинтересованы в том, чтобы узнать, как много ГГшки нужно покупать нижнего белья. Каждый месяц при учете, что оно одноразовое. Но я вам так скажу, за 4 серии она способность применила 11 раз. А дней от силы прошло 5-6. Итого чуть ли не по 2 пары трусов на день. Боюсь представить, сколько на это нужно денег. Ну, так еще и в магазин нужно часто ходить. Теперь еще и в компании Горемычного. К слову, что про него скажешь? Примерю, а там посмотрим. Не знаю, как у них там в Японии, но если это правда и кому-то могут достаться ношеные после примерки трусы, то они как, столько же стоят или уже дороже? Знаю, есть еще один вопрос, который вас абсолютно не волнует, но я просто обязан об этом сказать. Какого цвета трусы для ГГшки выбрал главный герой? Вот вы могли подумать, что это просто синий, но на самом деле это цвет лазурного неба и океана, потому что вот Горемычная, она такая же глубокая душевная натура, и ей этот цвет очень подходит. Короче говоря, влюбился молодой. Да, друзья, аниме настолько в жопе, что теперь чувства главных героев демонстрируют с помощью трусов. Тем временем, ни с того ни с сего главный герой заболел. К счастью, ГГшка к нему домой пришла, предложила еды приготовить. Да, вот такая она хорошая, добрая, заботливая, хозяйка своего бельевого шкафа. И едой накормит, и теплым словом поддержит. Хотя, казалось бы, а с чего такая щедрость? Ну, понимаете ли, флешбэк показали. А там драматичное прошлое, в котором Горемычные в детстве кормили одного бездомного кота, который теперь домный дома у ГГшки. Вывод: она любит его. Иначе бы с улицы подбирать не стала. Еще и ветеринарке поди пришлось кучу денег отдать, чтобы клещей и блох вычистили. Прививки поставить, вот это все. К сожалению, все вышеперечисленное было не про главного героя. Мы с ребятами спорили, как работает ее способность. И один из нас говорил, что вот эта хрень с наклейками не будет работать. Отгадайте, кто был прав. Был прав я, который сказал: наклейки на и по сути у тебя на одно использование способки больше. Короче, учитесь у лучших, у меня. Если вы потеряли контекст
и не понимаете, о чем он и какие такие они с ребятами спорили, то да, оказывается, там целая команда, консилиум по обсуждению финала каждой серии. А во-вторых, прикол из бассейна, который они обсуждали, я скипнул. Не благодарите. Представляете, скоро летние каникулы, блин. Поэтому нужно сделать все домашние задания, получить отличные плюс положительные оценки и дальше спокойно отдыхать. И тут, видите ли, снова ГГшка ну такая чуткая. Специально через силу не стала отматывать время и напрягать героя тогда, когда он занят учебой. Целый день терпела, но не зря. ГГ все сделал. Да, вот так просто за один день. Вообще все. Поэтому на второй год не останется. Но придется трениться, чтобы в следующем году не оставлять учебу на последний день. То есть, пора наведаться домой к Горемычной. Не, ну а где еще учебу учить? И он учился, и она раздевалась. И так целую серию, пока дождь не пошел. Гром не загремел, страшно стало, капец. Главному герою даже пришлось приободряющие истории из жизни рассказывать. Но за все попытки поведать о прошлом, он так ничего и не вспомнил. И не понял, кто та ребенка, которая когда-то гладила с ним уличного кота, а потом пропала. Короче, говно какое-то натянутое, авторы что-то лирику решили устроить. Но пока получается духота какая-то с повторением того, что все поняли, но главный герой не понял. Но вдруг кто-то еще не понял, ну, надо по новой. Вы если не поняли, она и есть та самая, прикиньте. Обалдеть. Далее, друзья, происходит примерно нихуя. Ну, что-то они там парочку любовную играли, типа муж и жена, куда-то на фестиваль ходили, время назад мотали, это понятно. Но есть во всем этом некое важное качественное изменение. Мета-комментатор теперь женщина. Господи, я так размоталась с фразы, когда она сказала: нет, спасибо, пить я не хочу, кстати, надень трусы. Потому что я представила в этот момент шутку, как будто бы это он без трусов. И он такой: а, блин, а где мои трусы? А почему я стою голый на площади? Просто была похожая история. У меня есть маленький братик, ему 4 годика. Его зовут Саша. А Айриса тоже зовут Саша. И мы однажды приехали к моим родителям. И там был мой маленький братик, соответственно, и Айрис. И, значит, Саня, который Айрис, стоит, никого не трогает. И сзади папа ему начинает орать: Саша, надень трусы! Саша, надень трусы! Вот. Саша в испуге начинает себя ощупывать, типа, в смысле я без трусов? Что происходит? А папа на самом деле это кричал не ему, а моему маленькому братику, который тоже Саша. Чисто не смешные истории, о которых невозможно молчать. Аха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 . Спасибо Дримкасту. Я теперь знаю, как себя чувствуют зрители во время просмотра моих видео. Продолжается аниме стабильно. Ничем. Ну разве что в этот раз локация поменялась. Теперь трусы приходится менять в университете. Только не удивляйтесь, таймскипов не было. Это герои так на день открытых дверей пришли. Горемычные узнать, какие привилегии дают самым умным. Горемычный по долгу службы. Правда, Горемычная как-то раздосадована немножко осталось, что ГГ не будет поступать в тот же университет и пойдет после школы сразу работать работу, чтобы финансово помочь родителям. И представляете, в этот раз он даже заметил, как она на следующий день переживала и была расстроена. Поэтому чел преисполнился уверенностью и решил все взять в свои руки. И таки пойти на подготовительные курсы, чтобы поступить в престижное заведение. А деньги? Ну, решил, что как-нибудь потом разберется. Надеюсь, озвучкеры тоже во всем разобрались, и за кринж в конце каждой серии им таки платят. Ладно, с трусами у меня тема просто ни в какую не работает, поэтому нужно попробовать с лифчиком. Так, ладно, сейчас я сниму... Ой, лифчик. Так, готово. Ну все, я увидел твои это теперь никогда не сработает. Так, стоп, а где Саня! Смотри, где смотри! Вот. Где? Да вот она! Соски в тиски! Ай, не надо! Вот лохушка, нет, ну реально попалась. Пошел я, значит, записываться на подготовительные курсы. Да простите, задумался и не заметил вас. Ко, это ты, что ли? Кто? Кто? А это, друзья, еще одна подруга детства, но уже та, которую Горемычный помнит, хоть и не сразу узнал. Называется Элли. Подрабатывает моделью, до средней школы учились вместе. В общем-то, больше вам ничего знать не нужно. Ведь персонаж состоит из пары интересных фактов и нужен исключительно, чтобы ГГшка почувствовала, каково это, когда на горизонте появилась конкурентка. Только авторы даже как-то в шутку все не смогли свести. И ситуация закончилась тем, что несмотря на старую давнюю дружескую дружбу,
дружбу, Такамине все равно осталась недовольна внезапным появлением Элли в жизни главного героя. Но то, что он за ум взялся и ради нее пошел на курсы для дальнейшего поступления в один университет, это ГГ, конечно, молодец. В этом его нужно поддержать. Так что они опять учат учебу дома у ГГшки. По-моему, это чуть ли не первое аниме, где персонажи реально учатся. Хватит учиться, перестаньте, вы в аниме, оно вам вообще не надо. Тем более до конца осталось меньше половины, а драма до сих пор не сдвинулась с мертвой точки. Какая учеба, сюжет стынет. Сейчас вся разыгравшаяся трагедия с Элли могла усугубиться еще сильнее, потому что герои все вместе пошли в кафе, и там чуть не договорились на совместное обучение у кого-нибудь дома, желательно с ночевкой. Но Такамине до последнего была против, отговаривала как только могла, рассказывала обо всех фетишизированных наклонностях ГГ и таки уберегла старую подругу от всего плохого. А после обеда Элли такая типа, блин, извини, что опять про детство вспоминала, ну, забыла, что у тебя к сироте чувства. Но ты не подумай, я его ни в коем случае не уведу, и вообще ты в моем вкусе. Да, вот так бывает. На всякий случай нейтрально к этому отношусь. Не одобряю, не осуждаю, не пропагандирую. Нейтрально, в общем. Извините. Наконец, лето и подготовительные курсы почти закончились, а значит самое время героям съездить куда-нибудь на отдых. Почему-то пляжного эпизода не случилось. Они тупо по магазинам где-то за городом прогулялись, на лодке покатались, да и в общем-то все. Если не считать того странного факта, что среди всех перемоток времени была одна, та самая, где ГГшка сама надела трусы. Ну то есть, понимаете, главный герой ничего не понимает, не видит, какие она к нему на самом деле чувства питает, а она по старой привычке попыталась вернуть время вспять, чтобы все переиграть, но он ведь все помнит. Такая, друзья, грустная история несбывшейся любви. Очень чувственно. Я заплакал. А озвучкили вообще ничего в этой ситуации не поняли. Они там вообще на своей волне. А Такамине дура бесячая. Блин, тебе делают комплименты, тебе оказывают внимание. Такими действиями, я думаю, ты только отталкиваешь от себя людей. Я тут подумала, наверное, я тоже перейду на темную сторону и буду перед девками трусы снимать, а не перед Саней. Понял, Саня? Понял? Вот так одно аниме стало причиной раскола в команде. Тоже грустная история. Очень чувственно. Я покакал. Итак, последний год учебы перед университетом. Чем в таком случае заниматься? Ну, конечно, подготовкой к осеннему фестивалю. В этот раз ребятки будут ставить на сцене Золушку. Главная роль, естественно, определена. Тут без вопросов. А вот кто из всех статистов ровня ГГшки и может сыграть принца – загадка. На раздумье дается один смущенный настойчивыми призывами Горемычный и второй – очередной новый персонаж. Прикиньте. Этот чел здесь вторая знаменитость на уровне богини нашей школы, только в мужском обличии. Правда, раньше о нем никто почему-то не вспоминал. Ну да ладно. Вы тоже сразу забудете, потому что аккурат перед днем премьеры бедолагу переломают пополам. И в гипсе играть он не сможет. А это значит, потребуется замена. Догадаетесь, кто может сыграть принца? Кто не угадает, с того подписка на Бусти. О нет, все угадали. Я умру в нищете. Ладно, пора поставить точку в этой истории. Что там с постановкой-то? Поначалу все даже неплохо шло. Роли игрались, декорации менялись. Но когда настал черед выхода принца, тут-то главный герой и посыпался. Слова забыл, стоит, молчит, все на него смотрят. А он ничего из себя не может выдавить. Да уж, пришлось время перематывать, напутствие давать. И вот Горемычный уже уверенный в себе. На колено встал, на танец пригласил. Еще и трусы между делом надеть успел. И никто даже не заметил движения под подолом платья. А в конце хэппи! Не все так просто закончиться не могло. Настоящий принц вышел. Сломанный, но не сломленный. Говорит, у меня корону украли. Это все фейк. Король не настоящий. Но Золушка все равно выбрала главного героя. И засосала жестко. Зрители такой остросюжетный элемент, конечно, оценили. Но это в аниме. А что насчет других зрителей? Вы как, прониклись историей? Или вам не хватило накала эмоций? Ну так знаете, что в конце, несмотря на почти хэппи-энд, все равно случился кал какой-то. Сирота не понял, зачем его поцеловали, и все снова свелось в какой-то антиюмор. Так что сюжет продолжается, но уже где-то там, за пределами экранов, на бумаге, в манге. Что самое грустное, в конце даже мета-комментариев не было. Их, если вы заметили, уже давно не было. Почти половину видео. А все потому, что была такая тенденция. С
каждой серии комментарии становились все хуже и хуже. И в какой-то момент уровень непотребств от озвучкеров пробил все мыслимые и немыслимые рамки. И я такой уже даже запикивать бы никак не смог, да и не хотел, в общем-то. В этом, собственно, аниме и те, кто их озвучивает, чем-то похожи. У самих японцев тоже, знаете, тенденция есть. Просматривается некий тренд. Все эти аниме, где какая-то девочка кибербулит какого-то мальчика, но на самом деле между ними развивается романтика. С каждым разом все дальше от самой романтики и все ближе к обычному киберунижению. Причем страдает не только главный герой, а еще и зритель. Я так устал, честно сказать, за весь тайтл от постоянных повторов этой злосчастной анимации волшебной, магической. Еще эти глупости, тупости, типа главный герой ничего не понимает, а зритель вообще ничего не понимает. И 10 раз по кругу одну и ту же мысль мусолят, как будто я совсем дебил малолетний. Но аниме при этом R+. Спасибо авторам за такой незабываемый опыт ментального разложения. Но еще больше ментального разложения у меня на бусте. Вот, например, вышел топ аниме для настоящих мужчин, всем советую. А еще спасибо очень большим крутым бустерам за подписки. Севил, Милвус, Камсверх, Кхарса, Мистер Квадр, Йохит, Люкс, Максим Акимов, Типичный статист, Иван Суханкин, Доминатрикс. Пока.